Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания ажурного узора елочка. Это лицевая сторона узора, это изнаночная сторона узора. Данный узор очень простой, вяжется легко, быстро и просто. Применять данный узор можно при вязании женских жакетов, пуловеров, а также палантинов. Схема вязания данного узора спицами выглядит так. Для вязания узора следует набирать количество петель кратное 15, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 петли кромочные. Для вязания данного узора я набирала общее количество 48 петель. И смотрите, 3 раза раппорт узора у меня здесь выполняется. 1, 2, 3. Берем спицы, пряжу и приступаем к вязанию данного образца. Вязание первого ряда. Кромочную петлю снимаю. 1 лицевая петля. Теперь раппорт узора. Накид. 2 лицевые петли. 1, 2. Следующие 2 петли провязать вместе протяжкой. Первую петлю снимаю, следующую петлю вяжу лицевой, на лицевую петлю левой спицей подхватываю переснятую и опускаю ее. Далее 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 2 петли следует провязать 2 вместе лицевой. Обращаю ваше внимание на расположение моих петель. Я их подхватываю и переворачиваю. Возвращаю обратно. А теперь вяжу 2 вместе лицевой. Далее 2 лицевые петли. 1, 2, накид, 1 лицевая петля. Далее раппорт узора повторяю еще дважды. Последняя петля кромочная, ее вяжем изнаночной петлей. Вязание второго ряда, а также всех изнаночных четных рядов выполняется вязание петель по рисунку. Первую петлю снимаю, это кромочная петля, а далее смотрим, бугорок значит петля изнаночная. Накид, накиды провязываем изнаночными петлями, бугорок изнаночная петля, изнаночная петля, изнаночная петля. Петля открытая, бугорка нет. Вяжем ее лицевой петлей. Так выполняется вязание четных изнаночных рядов. При этом последняя петля кромочная. Вяжем ее изнаночной петлей. Вязание третьего ряда узора по схеме. Первую петлю кромочную снимаю. 1 лицевая петля. Теперь раппорт узора. 1 лицевая петля. 1 накид. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 петли провязать вместе протяжкой. Первую петлю снимаю. Следующую петлю вяжу лицевой. На провязанную лицевую петлю левой спицей подхватываю переснятую и опускаю. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. 2 петли провязать вместе лицевой. Для этого изнаночную петлю переснимаю, лицевую подхватываю и разворачиваю ее. Петли возвращаю обратно. 2 вместе лицевой.
2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 2 лицевые петли. 1, 2. Раппорт узора вяжу еще дважды кромочную петлю изнаночной, затем 4-й изнаночный ряд, все петли по рисунку. Вязание 5-го ряда узора по схеме. Первую кромочную снимаю, 1 лицевая петля. Теперь раппорт узора. 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 вместе протяжкой. Первую петлю снимаю, следующую вяжу лицевой петлей, на провязанную переснятую опускаю. 2 изнаночные петли. 1, 2. 2 вместе лицевой, изнаночную переснимаю, лицевую разворачиваю, 2 петли возвращаю обратно и теперь вяжу их 2 вместе лицевой. 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Повторяю раппорт еще дважды. Кромочную петлю вяжу изнаночной петлей. Изнаночный 6-й ряд, все петли по рисунку. Вязание 7-го ряда узора по схеме. Первую петлю кромочную снимаю. 1 лицевая петля. Далее раппорт узора. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 петли вязать вместе протяжкой. Первую снимаю, следующую вяжу лицевой, на провязанную левой спицей подхватываю переснятую, опускаю. 2 петли вязать вместе лицевой. Изнаночную переснимаю, лицевую разворачиваю, возвращаю 2 петли обратно, вяжу 2 вместе лицевой. 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Раппорт узора вяжу еще 2 раза. Кромочная петля, вяжу ее изнаночной петлей. Изнаночный 8-й ряд, все петли по рисунку. 1 раз раппорт узора мы с вами провязали, а затем эти 8 рядов повторяются в высоту необходимое количество раз. Ставьте класс к этому видео, а в комментариях пишите, в каких изделиях вы будете применять данный узор. А чтобы быть в курсе всех моих новых видео, подписывайтесь на мой канал и вступайте в наши группы в социальных сетях. Применяйте данный узор с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!